Вечером ресторан «Сильвер Лив» в центре Лондона был переполнен. Официанты двигались почти бесшумно. Управляющий нервно поглядывал в зал, потому что за столиком у окна сидела Мэри Уилсон, жена одного из самых влиятельных бизнесменов города. Мэри славилась тяжелым характером. Она никогда не улыбалась, редко благодарила и всегда находила повод для недовольства. То суп был не той температуры, то салфетка не идеально белая, то официант слишком медлил. Многие не выдерживали ее жалоб и увольнялись. В тот вечер к ее столику поставили новую девушку, Эмму Тейлор. Ей было 25. Она недавно приехала из Ливерпуля, чтобы зарабатывать и помогать семье. Руки немного дрожали, но взгляд был спокойным. «Добрый вечер», — тихо сказала она. «Что вы закажете?» «Филе миньон, средняя прожарка, салат без масла, шардоне и побыстрее», — сухо ответила Мэри. Через несколько минут заказ был подан идеально. Мэри попробовала мясо и громко позвала: «Официантка, подойдите, это сырое. Вы вообще понимаете, что такое средняя прожарка?» В зале воцарилась тишина, но Эмма не растерялась. «Простите, если вам неприятно», — спокойно сказала она. «Я лично проверяла блюдо. Оно приготовлено правильно. Если хотите, я заменю его. Но я не позволю обвинять меня несправедливо». Все замерли. Мэри долго смотрела на девушку, а потом улыбнулась. Впервые за много лет. «Присядь», — сказала она неожиданно. Так они просидели почти час. Мэри рассказывала о своей жизни, о страхе быть слабой, о пустоте за деньгами и статусом. Эмма слушала и однажды тихо сказала: «Мне кажется, внутри каждый человек хочет, чтобы его любили, а не боялись». В тот вечер Мэри оставила большую благодарность и записку: «Спасибо, что напомнила мне. Я живая». После этого все изменилось. Она стала здороваться, улыбаться, благодарить персонал, а Эмму начали уважать за ее честность и достоинство. Прошли годы. Эмма открыла маленькое кафе в тихом районе Брайтона. Там всегда пахло выпечкой и кофе, официанты улыбались, а гостям предлагали пледы в холодные дни. Каждое воскресенье туда приходила Мэри. Она садилась у окна и заказывала все то же филе миньон. «Ну что, опять будем спорить о прожарке?» — шутила она. Однажды Мэри привела с собой племянницу, Кэти Браун, уставшую после развода, с маленькой дочкой. Эмма молча посадила их, принесла горячий шоколад и сказала: «Приходи работать к нам, мы поможем». Кэти расплакалась от благодарности. Со временем она осталась в кафе, стала любимицей гостей, а ее дочка бегала между столиками с салфетками. Зимой, в снежный вечер, Мэри передала Эмме конверт. Внутри были документы, половина кафе. «Здесь я снова стала человеком», — сказала она. «Это место — твоя заслуга». Эмма хотела отказаться, но Мэри сжала ее руку. «Прими. Ради тех, кому еще понадобится поддержка». Теперь у входа в кафе висит табличка: «Каждый гость — это человек со своей историей». А у окна часто сидит Мэри с бокалом шардоне и тихо радуется, что однажды нашлась девушка, которая не побоялась посмотреть ей в глаза, с уважением и добротой. Иногда именно такая смелость меняет целую жизнь.